Больше года назад я начал глобальное восстановление моей тройки. С самого дня покупки я мечтал о том, чтобы именно на этой машине отправиться в большое путешествие. И вот, наконец, моя мечта осуществилась. Мы смогли побывать там, где проезжают только подготовленные внедорожники, и увидели то, что даже не надеялись увидеть. Но давайте обо всем по порядку. Время 5:28. Не знаем, где поеду встречу друзей. Главное, что мы все колы набрали. Стартовали мы из Ленинградской области и поехали в сторону Санкт-Петербурга, чтобы забрать наших друзей. Сейчас мы поедем за едой. Будем искать круглосуточный магазин «Шестый яйц». Мы приехали вовремя, но кто-то выходить не хочет и, судя по всему, не выйдет в ближайшее время. Поэтому ждем. О, фокус есть. Мы доехали, и все уже спят. Село Териберка было выбрано в качестве конечной точки маршрута довольно банально. Недавно на просторах Ютуба я наткнулся на ролик ребят с канала «Жигараж» и загорелся идеей поехать именно в это место, так же, как и большинство тех, кто разделил со мной это путешествие. Итак, у нас первая остановка по пути в Петрозаводск. Проехали где-то половину пути. Сейчас переоденемся и поедем дальше. Сменится водитель, поедет Валера. Доброе утро всем подписчикам из Валеры, он сейчас отдыхает. Бездельник, самый главный бездельник. Пока другого Валера ведет нашу машину. Все пока живы, здоровы. Я тоже. Пока. Да, всем пока. Конец. Наконец, в Петрозаводске идем кушать. Нашли какую-то дешевую кафешку. Посмотрим, что тут по ценам. Нет. Хорошее место. Поев и погуляв по Петрозаводску, мы выдвинулись в сторону водопада Кивач, попутно обсуждав, в каком месте устроить первый ночлег. Было два варианта: либо заброшенная взлетно-посадочная полоса, либо вулкан Гирос. В конечном итоге мы выбрали первый вариант. Давай, мы на месте комара снимаем, вот. Давай, повтори. Мы как братья. Да, иди туда же. Друзья видеоблогеры, я с ними. Это заброшенная взлетно-посадочная полоса. Так, уроки вождения от Валерия Журкова. Давай, первое. Трогаемся. Едем по вулкану Гирос. В общем, пока мы ехали на вулкан Гирос, случился апокалипсис. Мы успели поставить палатки, но, к сожалению, не успели в них запрыгнуть. Поэтому сидим здесь, наверное, очень долго. Этот человек напился пива. И ему очень хорошо. После ночи в мокрых палатках наобум выбрали место для завтрака в Медвежьегорске. Но, как позже оказалось, это самое лучшее место, что вообще можно было найти. За 250 рублей на каждого нам принесли по огромному комплексному обеду, после которого есть не хотелось до самого вечера. С радостью заехали бы в это место еще раз. Так, мы приехали в Медвежьегорск, в кафе «Винтаж». Сейчас будем завтракать. Мы поели, у нас небольшая техническая остановка. Забился шиклер холостого хода. Где он? Вот он. Опа! Но теперь его нет. Исправив технические неполадки, мы отправились в сторону Кировска. На следующие 2 ночи мы решили снять там квартиру.
У нас третья заправка. На полпути к Хибинам из Медвежьегорска. Ремонт дороги тоже есть. А, Даня, ждем работников. Что делают? мы сейчас остановились в деревне Лоухи. И вдруг неожиданно обнаружили, что у нас не открывается вторая камера. Неожиданно, блядь, всю дорогу говорил об этом. Мы на полярном круге, ура! К сожалению, Стеллу снесли. Очень хотели с ней сфоткаться. Существует такая примета, что если затолкать машину руками через черту полярного круга, то путешествие пройдет благополучно. Но мы ее успешно проскочили, даже не заметив, но все же решили вернуться и поняли, что Стеллу снесли. Толкать машину мы не стали, и, как позже оказалось, очень зря. Мама, я люблю сатану. Наконец доехали до Апатит. Сейчас будем селяться в Кировске. Вид просто нереальный. Это очень красиво вживую. Это уже Кировск. Вот отсюда видно автоточка. Мы живем вот здесь. Да, типа того. Короче, мы проснулись. Сейчас поедем заправляться и поедем к базе МЧС в горах. Посмотрим, что там по картинку красивая дорога. Приехали мы до одной точки, думали проехать до конца можно, но даже такие машины здесь стоят. Может быть, стоит действительно поехать. В конечном итоге девочки решили идти до базы Койльпорт пешком. Мы с Валерой поехали до нее на Жиге, форсируя горные реки. О, скинь беседу, да? Ну, у нас, в общем, оффроуд. Здесь только джипы проезжают. Короче, горная река. Мы решили рискнуть, стравили колеса. Сейчас попрем. Проедем? Бля, сливаем. Господи, какой пиздец. Дебилы мы с тобой, Валера. Вот они в нас не верили в нас, а мы доехали. Ты, по-моему, недовольная какая-то. Я думаю, у нас проблем не должно быть. Обычно пьют, а сам на машине. Мы оставили Жигу, потому что там горная река. Поэтому дальше идем пешком. Мокрый, мокрый ночной.
Смотрим, как они едут, так и будет большое видео. У меня тоже полностью носок мокрый в одной ноге. Ох, блядь. Мы почти на уровне облаков. Спасибо, спасибо. Спасибо. Там дальше страшно, да? Если реку проехать, то нужно сброд, я не До знаю. конца доедем, да? До конца доедем. Слушай, там дальше большие Понял. Спасибо. Спасибо. Сейчас очень страшное место, наверное, одно из самых страшных, что было. Я как потом перейду, Валер. Факт. Это ты четко подметил. Ну что, ехали? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Yes! Корабль пошел. Пока нормально. Мы наконец доехали до базы Куальпор. Вот, но все офигевают, что мы сюда доехали. У нас стоит Джуга. Тут Зазик. Спросили у дядька. Он сказал, что мы тут первые на «Жигулях». Но дорога действительно очень тяжелая была. Пока Катя с Кариной шли до базы, мы погладили местного охранника, исследовали окрестности, попили из дырявой кружки воду с родника и сварили на всех гречки с тушенкой. Она дырявая. Привет, привет, как слышно? Это деревянный кран. Поужинав, мы все вместе выдвинулись в сторону города. Если вот опротерлся не будет. Ну или ты мне наваришь. Есть желание наварить? Да тут вниз, тут нормально. Не переживайте, я в церкви помолилась. Знаешь, что тут сверху не видно камня. Я с той стороны, когда ехал, я их все видел. Опа, утопили. А может и выйти надо было. Я уже не уверен. Так, а куда дальше вообще? Я не понял. Мы наконец вернулись на квартиру, переночевали, собрали все вещи и сейчас поедем в сторону Теребрики. Осталось совсем чуть-чуть. Жестко работает очень.
Из повреждений по сухибин только замятая банка глушителя. Мне в целом чуть трубу погнуло, поэтому она сейчас касается подушки и вот там вот сзади. Доехали до Санкт-Петербурга. Нам уже осталось 40 минут там будет. Копатели онлайн. Едем работать на север. А мы наконец доехали. Конечный пункт Териберка. Yes. Ну вот мы... Я не пойду. Исследовав окрестности, мы стали искать место для ночлега. Изначально поехали в место, где был только небольшой палаточный лагерь и еще пару людей вокруг, но что-то подсказало нам, что ночевать там лучше не стоит. Нашли наконец место для ночлега. Баренцево море, там вот дорога какая-то и озеро. Ёбаный пиздец! Давайте будем спать в машине. Давайте подождем пока просто. Пока не доедят гречку. Готовы кушать и кушать, и мы для вас готовим. Рычи, рычи. Да, Валер. Блин, и медвежонок привели. Машину завести? Можем просто уехать сейчас, подождать, пока они... Да едят все. Бля. Сейчас гречку бутыль. Горит. Остужает. Нет, гречка. Все-таки рис. Просто, пожалуйста, пусть они не разнесут плиту хотя бы. В общем, мы закидали все вещи в машину, просто быстро свалили. Приехали в саму Териберку, где много машин. Я думаю, здесь будет побезопаснее. На следующий день мы дошли до конца всех дорог и ближе к вечеру поплыли на катере смотреть китов. Сейчас приехали к ресторанам Териберский берег и варим пельмешки. Подожди, надо пельмени делать. Кать, Ну вот, посмотрели китов.
Перед нами встал выбор: либо увидеть небольшого кита-полосатика, и он точно будет в этом месте, либо отправиться туда, где может быть большой горбатый кит. Мы выбрали первый вариант. И несмотря на то, что, как нам и обещали, мы его увидели, людям за день до этого повезло намного больше, хоть они были там же, где и мы. Вот такие видео показал нам капитан. Это было что-то, все камеры поубирали. Вот это да! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы выезжаем из Тереберки, едем за гребешками в Мурманск. Именно. Дорога открыта. Дорога открыта, мы уезжаем из Телемики. До Мурманска мы доехали глубокой ночью, переночевали, и на утро мы поехали закупаться сувенирами в рыбный магазин при производстве «Три ручья». На следующую ночь мы сняли квартиру, немного отдохнули, посмотрели достопримечательности Мурманска и выдвинулись в сторону дома. Мы в Лапландии. За 150 километров у нас произошло что-то с зажиганием. Стояли пропуски на один цилиндр. Во. Вот отличие между двумя свечками. Вот это стояла в финвале, и вот новая свечка. Как позже выяснилось, дело было вовсе не в производителе свеч. Каким-то магическим образом открутилась шпилька крепления к кастрюле к карбюратору. Сама она упала в полость крышки карбюратора, а вот шайба, которая была под гайкой, попала в камеру сгорания. Сначала она размолотила свечку, и потом вся эта керамическая стальная масса раздербанила все внутренности цилиндра. Поверхность поршня стала похожа на лунные кратеры, а на стенках цилиндра образовались задиры, вследствие чего двигатель начал усердно жрать масло. Но, несмотря на это, он успешно довез нас до дома. Переночевав, на утро мы на всякий случай поставили новые свечи, поскольку изначально думали, что проблема была в их браке. После этого мы отправились посмотреть Водский водопад, который был совсем рядом с нами, и продолжили свой маршрут домой. Я устал жрать здесь. После того, как всех развезли по домам, мы уехали с осознанием того, что это были одни из самых насыщенных 3000 километров, которые мы проехали за 8 дней. Несмотря на небольшие трудности и неприятные поломки, нам удалось преодолеть не только идеальные автомагистрали, но и горные реки в Хибинах, увидеть в непосредственной близости медведей, китов и морских котиков, дойти в конец всех дорог, искупаться в Баренцевом море, и в целом побывать на краю света и увидеть настоящую жизнь в Заполярье. А помятые подомкратники определенно стоили того, чтобы заехать на «Жигулях» на базу Куэльпора, куда добираются только подготовленные внедорожники.